Всем привет, меня зовут Мария Мироневич, и вы на канале Как похудеть. Сегодня мы с вами не будем печь, не будем варить, а приготовим кое-что поистине простое и великолепное. Мы с вами будем готовить домашние конфеты. Приготовим целых 3 вида домашних конфет. Часть подойдет для тех людей, которые постятся. И кроме того, домашние конфеты подходят не только в те моменты, когда вы снижаете свой вес, но жутко хочется сладенького. А еще они отлично подходят для того, чтобы вовлечь и привлечь своих близких, родных и знакомых, которые пока сопротивляются, по незнанию, конечно, здоровому образу жизни. Так что давайте готовить наш первый и очень тоже вкусный рецепт. Напоминаем, как всегда, все ингредиенты будут в описании под этим видео. Нам понадобится 75 граммов грецких орехов. Я их предварительно промыла и просушила. Отправляю в чашу блендера. Я буду использовать обычный погружной. Теперь с помощью блендера превращаем орехи в крошку. Орехи вот так залипают, это ничего страшного. У меня уже получилась практически ореховая паста. Такого измельчения достаточно, поэтому мы сейчас все это снимаем с блендера и будем продолжать готовить наши конфеты. Ягодки кураги, у меня их 100 граммов, я их тоже промыла, обсушила. Перед тем, как отправлять их в блендер, я их измельчаю для того, чтобы они у нас там не залипли. Загружаем курагу к орехам. Обязательно прям один разочек прокручиваю мельничку для того, чтобы оттенить сладкий вкус. И еще один секрет: добавляю чайную ложку лимонного сока. Получается очень вкусно и ароматно. А теперь пробиваю все блендером до однородного состояния. При необходимости буду добавлять пару чайных ложек воды. Я уже немного все перемешала. Для того, чтобы все стало еще проще и быстрее, добавляю 3 чайные ложечки воды. Мой любимый момент: рассыпаем на доску кокос. У меня кокосовой стружки 30 граммов. Теперь с помощью обычной чайной ложки я беру будущую конфетку, отправляю в руки, которые я предварительно смочила водой, ну и катаем колобка, или точнее нашу будущую конфетку. Вот такая она получается кругленькая, и я ее сейчас отправляю на кокос, но не обваливаю, для того, чтобы каждый раз после каждой конфетки не мыть руки. Таким образом, я налепила 10 аппетитных красивых конфеток и отправила их на кокосовую стружку. И теперь все конфетки вот так приминаю, для того, чтобы кокос к ним хорошенечко пристал. И сейчас все конфетки у нас будут в кокосовой стружке. Для того, чтобы кокосовая стружка от наших конфеток не отваливалась, вот такими движениями хорошенько прям приминаем конфетки, и тогда они будут красивыми, вкусными, ароматными, а стружка останется на месте. Конфеты наши уже полностью готовы. Я их положила на тарелку и сейчас отправлю в холодильник. Такой рецепт конфет просто отлично подходит к чаепитию или кофепитию. А еще он подходит для тех людей, которые сейчас постятся, потому что не содержит ни растительного масла, ни каких-то продуктов животного происхождения. И если вам нужно еще больше рецептов в пост, то вы можете посмотреть их по ссылке, которая появится вот здесь. А сейчас мы приготовим с вами вторые, не менее вкусные и красивые конфетки. Домашние, кстати. Для этих конфеток нам опять понадобятся грецкие орехи. Их у меня 90 граммов. Отправляем их в чашку и беремся за блендер. Орехи я измельчила. В то время, пока я их измельчала, я добавила 4 чайные ложки воды для того, чтобы процесс происходил проще и быстрее. Еще нам понадобится 75 граммов фиников. Я их промыла, обсушила и, конечно, удалила косточку. Финики я тоже измельчаю. Измельченные финики я уже загрузила в стаканчик блендера и добавляю 2 чайные ложки какао-порошка. Остальное какао мы оставим для обсыпки наших конфет. Ну а теперь с помощью блендера измельчаю все до однородной консистенции. Берем нашу будущую конфетку и лепим колобка. Остатки какао я уже отправила на тарелку и отправляю туда наши вкусные конфетки. Вот такая получается красота. Лишнее мы уберем. И таким образом я люблю все наши шоколадные конфеты. Конфеты наши готовы. У меня получилось 9 штучек. Их тоже отправляем в холодильник.
А сейчас мы с вами уже будем готовить третий вкусный вариант конфет. Они будут с творогом. Что еще можно приготовить, если вдруг захотелось сладенького? Есть целый плейлист выпечка, там огромное количество разнообразных вкусных и простых рецептов. Так что если вдруг сегодня решили приготовить не конфетки, а что-то другое, обязательно посмотрите плейлист выпечка. Начинаем готовить конфетки номер 3. Нас опять выручают финики. Я взяла 50 граммов, промыла их и удалила косточки. 50 граммов это вес уже без косточек. К финикам добавляю 3 чайные ложечки воды, для того, чтобы все было легче перемешивать. И включаю блендер. К измельченным финикам отправляю 100 граммов творога, у меня 9% жирности. И еще добавляю 10 грамм какао-порошка. А теперь с помощью блендера все перемешиваю до однородной консистенции. Вот такая густая вкусная масса получается. Сейчас я ее перекладываю в мисочку для того, чтобы просто было удобнее лепить наши конфетки. Обсыпкой для конфет станет кунжут, у меня его 300 грамм. Рассыпаем на доску. Ложечкой беру будущую конфетку и отправляю ее на смоченные руки. Катаем колобка. Конфетки с творогом, конечно, получаются нежнее, но в холодильнике они застынут, не переживайте. И отправляем их на кунжут. У меня получилось 6 конфеток. И теперь аккуратно обваливаем их в кунжуте. Вот такие они красивые, нарядные получаются. Вы, кстати, можете не обязательно использовать кунжут. Можно взять орехи, мелко измельчить и в ореховые крошки обвалять ваши конфетки. Либо использовать опять кокос. В общем, как подскажет вам ваша фантазия. Посмотрите, какая красота получилась. Не только красота, а еще и вкуснота. Отправляем наши конфетки в холодильник для того, чтобы они застыли. Все 3 рецепта конфет очень вкусные, пробуйте обязательно, пишите ваши отзывы. Кстати, делитесь своими рецептами, меня это всегда вдохновляет, заставляет работать мою фантазию. Эти конфеты являются просто отличной, замечательной профилактикой срыва. Я думаю, многие страдают от того, что хочется сладенького. И мы иногда, к сожалению, не сдерживаемся, во всяком случае у меня было так, и идем, покупаем шоколадку или еще что-то. Теперь можно этого не делать, а взять самые обычные сухофрукты, орехи и приготовить вот такую вкусноту дома. И, конечно же, угостить своих родных и близких, в том числе коллег по работе, потому что вы много комментариев пишете, что они приносят запретные вкусняшки, а вы принесите наши вкусняшки, я уверена, они обязательно оценят. Если вы любите конфетки, подчеркиваю, домашние, так же, как и я, обязательно поставьте лайк этому видео. Мы, правда, очень старались, и эти рецепты, проверенные лично мною, кстати, моими детьми, они такие конфетки употребляют с удовольствием. Надеюсь, вашим детям тоже понравится, ну и вам, конечно. Так что обязательно жду ваши отзывы. А вот здесь появятся еще наши полезные, интересные и обязательно очень вкусные видео. С вами была Мария Мироневич, и я желаю всем любви, добра, ну и конфетку иногда можно.